На работе. В следующем видео мужчина находился на работе, когда заметил, что кто-то за ним наблюдает. Смотрите внимательно. В самом начале ролика можно было заметить аномалию, которая быстро проносится и исчезает. Было ли это что-то паранормальное? Неизвестно. Впрочем, оставлю решение за вами. Оно рядом. В следующем ролике мужчина был не на шутку напуган и пытался бороться с паранормальной активностью, которая происходила в его доме. Однажды он заснял то, чего по-настоящему боялся. Посмотрите. Plebes, son las 12 de la noche. Hay alguien abajo de esa sábana. Salmo 91, no sé si sea la niña, yo creo que es la niña. Dame una señal si eres alguien que está ahí. Plebe, no mames. Eres tu niña. Dicen que la niña es mala, santa. No puedo creer. Plebes, no voy a hacer que ya basta. Ay, no mames, güey. No. Он сидит на кровати и смотрит на дверь, около которой на чем-то висит покрывало. В какой-то момент оно начинает двигаться. Мужчина смело подходит к нему, пытаясь понять, что это было. Под покрывалом оказывается игрушечный снеговик, но на этом все не закончилось. Детская машинка-игрушка движется прямо в сторону мужчины, будто кто-то просит с ним поиграть. На этом видео обрывается. А было ли снятое паранормальным или нет, решайте сами. Но. В данном видео японский любитель паранормального отправляется на поиски острых ощущений. Он любит исследовать разные места, которые по легендам населены призраками. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Nah, this is a bit dangerous. Maybe I shouldn't have talked about myself. If I stay any longer, it's really bad. Since just now, I've been sweating non-stop and my ears are ringing. Shall I go? Oh, I'm surprised. Is it a reflex? This is my reflex. This is my reflex, isn't it? I can see it very clearly. I'll go home for a bit. I can't go home. Мужчина исследует комнату и замечает некое движение. Кажется, что веревка в какой-то момент начала двигаться. Мужчина говорит, что его аккумулятор может разрядиться, и у него осталось мало времени на поиски, и движется дальше. Дальше он кого-то или что-то замечает снаружи. Посмотрите еще раз, если не увидели. My reflex. This is my reflex, isn't it? I can see it very clearly. In short, I watch it a lot. It's a bit tight.
Ah, I don't know how much is left. No, but it's all good. It looked like there was a person there just now. Maybe they came in when I opened it. Wait a minute. There was one person there now. Блогер идет дальше и находит веревку, которая уже сложена по-другому. И его это пугает, ведь на таких веревках люди часто сводят счеты с жизнью. Спустя какое-то время мужчина замечает еще одну аномальную фигуру. Посмотрите в замедленном режиме. Больше в этом расследовании ничего паранормального не было снято. А кому нравятся японские блогеры и их расследования, обязательно напишите об этом. Пустой дом. Следующий ролик снял пользователь у дома, который, по его словам, пустует уже несколько лет. Но очевидцы сталкиваются здесь со странными инцидентами, один из которых удалось заснять мужчине. Посмотрите. Ты это видел? Что-то определенно изменилось. Один из фонарей на секунду погас. Now, we did meet the girl that grew up here. This was her childhood home. She absolutely 100% said it was haunted. She actually made a video. What is her screen name? Jenna something, I can't remember. She 100% confirmed that this house is haunted. I just can't imagine anybody keeping the fucking power on for the lights to blink. Свет в доме моргает, хотя внутри никого нет. Когда мужчина пытается приблизить, чтобы показать дом изнутри, но никого и ничего там не замечает. Также он рассказал, что они видели девочку, которая проживала здесь, и она утверждает, что дом действительно населен чем-то паранормальным. А верить ему или нет, решайте сами. Прозрачная фигура. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения в обычной гостиной. Давайте посмотрим. На видео можно заметить почти прозрачную фигуру, напоминающую девушку. Она быстро проносится по гостиной и пропадает. Был ли это обман зрения или иллюзия? Трудно сказать. Но владелец утверждает, что в тот момент дома никого не было. За стеной. Следующий ролик был найден в TikTok. Давайте посмотрим. Тут человек в обратную пьет.
Женщина сняла, что за стеной ее квартиры кто-то или что-то стучит, и это ее очень беспокоит. Она утверждает, что стена очень тонкая, а за ней находится их кухня. Живут они втроем, бабушка, дочка, внучка. 7 дней и 7 ночей они пытаются понять, что за стуки происходят за стеной. Самое страшное, как рассказывает женщина, внучка начала общаться с тем, что там обитает, а в ответ получает нечто вроде ударов, будто кто-то и правда пытается отвечать. По мнению семьи, нечто невидимое отстукивает ответы, а верить им или нет, решайте сами. Нечто в небе. В данном видео, которое было найдено в социальных сетях, пользователь заснял нечто странное в небе. Посмотрите. В небе можно было заметить нечто похожее на светящегося человека. Многие комментаторы сравнили объект с ангелом. А вы что думаете? Пишите свои предположения в комментариях. Шоссе. Данное видео было снято поздно ночью. Машина просто ехала по шоссе, и вдруг на нем появилась полупрозрачная фигура, напоминающая призрака. Водитель выложил видео в попытке разобраться с тем, что было на нем снято. Пользователи делились предположениями. Одни говорили о том, что это могла быть как игра света, так и постановка. Другие предполагали, что в данном видео действительно мог быть снят реальный призрак. А вы что думаете? Делитесь своими предположениями в комментариях. Дверной глазок. Следующий ролик был снят на камеру дверного глазка. Посмотрите. Аномальная фигура появляется у деревьев на несколько мгновений и пропадает. Что это было, неизвестно. Но пользователь, который выложил видео, теперь боится выходить по вечерам из своего дома. Картина. Данный ролик стал достаточно обсуждаемым в сети. Посмотрите. Caio! Caio! Ei, Irjan, Acorda! Irjan. Foi, Alves! Irjan, Quadro que a gente заебал. comprou hoje no antiquário, mexeu Вставай, muito, eu te falei que салам eu mexi o olho алейкум. no carro. Вставай, я заебал, на работу пора. Ты че ебался спишь? Вставай, Иржан. Me explica de novo. O quadro que a gente comprou hoje, eu te falei que eu vi o olho mexendo no carro, não falei? A gente botou na parede, eu não quis dormir ali porque eu achei que ele ia me olhar e eu fui gravar e ele tava me olhando. Me mostra essa porra. Vai lá ver. Poxa, que era uma coisa Eu não tô ficando mais sério que isso. A mulher falou pra gente que já tinham feito trabalho nesse quadro. Eu falei que era maluquice comprar. Eu não vou entrar. Não vou entrar. Eu não vou entrar, Caio. Peraí. Tu tá falando que o quadro mexeu. Mexeu o olho. Olhou pra mim. Alves, mano, sinceramente, viado. 3 da manhã, tu acordou no susto e tu devia estar sonhando. Eu não tô viado. zoando, Eu cara. vou acender a luz. Olhou pra tu, Caio.
Мужчина во время расследования снимал довольно жуткую картину, но снял то, от чего ему все еще страшно. Он будет напарника, чтобы показать ему, что увидел. Смотрите внимательно на картину. Кажется, что она пошевелила глазами, либо позади нее кто-то был, и нас всех хотели обмануть. Хотя дальше парни сталкиваются со страшным звуком и убегают. Правду мы не узнаем, но согласитесь, было жутко. Аномалия. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения. Сначала некую аномальную фигуру можно было заметить проносящейся по помещению, потом фигура преобразуется в человека. Многие писали, что это просто сбой в работе камеры, однако охранник никогда не видел такого и выложил данное видео, чтобы разобраться. Задний план. В первом ролике девушка просто снимала видео для TikTok, но ее подписчики кое-что заметили. Посмотрите. На заднем плане проходит фигура в белом с темными волосами. Девушка утверждает, что она была дома одна. Тогда кто или что это было? Около леса. В следующем видео мужчина утверждает, что заснял темную сущность поздно ночью около леса. Смотрите внимательно. Среди деревьев можно было увидеть темную фигуру, которая будто стоит и наблюдает. А был ли это обман зрения, или фигура действительно является паранормальной сущностью, останется для нас загадкой. Больница. Следующий ролик был снят в больнице. Медсестра засняла, как носилки двигались сами по себе. Посмотрите. See me rolling and they are hating me and they think that I am trying to ride so dirty. They think I'm riding dirty. They think I'm riding dirty. They think I'm riding dirty, but I'm just regular dirty. Miren, esa camisa anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. ¿A ustedes les parece que me puede pasar esto? Медсестра, которая работает в больнице, утверждает, что в этом коридоре нет никаких неровностей на полу, но иногда, чаще всего по ночам, она и пациенты слышат ужасные звуки, похожие на чей-то шепот. Действительно ли в этой больнице обитает нечто паранормальное, или это простое совпадение? Мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Плохая погода. В следующем ролике была снята странная фигура во время непогоды. Смотрите внимательно. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it? Look. And it happens again. Look. Look, look. See? Man, I'm telling you right now. Ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it?
Look. And it happens again. Look. Look. See? Man, I'm telling you right now. Ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. В какой-то момент можно было заметить белую аномалию, которая то появлялась, то исчезала. А был ли это просто обман зрения, или же игра света, либо реальный призрак, останется для нас загадкой. Фигура. Ролик сняла девушка с парнем, когда они заметили нечто странное в своем доме. Посмотрите. Свет в одном из окон горит, а внутри можно было заметить нечто темное. Фигура пропадает через несколько мгновений, но не на шутку пугает пару. Это не единственное видео из их дома. На этот раз девушка была дома одна, как вдруг дверь в комнату закрылась без видимой на то причины, а самые внимательные могли также увидеть темную фигуру позади двери. С этого момента они вновь и вновь сталкивались с паранормальными инцидентами. На этот раз дверь в спальню открылась, а в дверном проеме на мгновение можно было заметить темную фигуру. Следующее видео девушка записывала, когда убрала ванную комнату и хотела отправить видео парню, но она засняла нечто жуткое. Позади девушки в отражении зеркала можно было заметить снова темную фигуру. Неизвестно, какие намерения у этой аномалии и с чем действительно они столкнулись. В следующем видео мужчина услышал шум из ванной и начал все снимать. Давайте посмотрим, что ему удалось задокументировать. Когда он вошел в ванную комнату, то за шторкой можно было увидеть темную фигуру. Мужчина несколько секунд стоял рядом и снимал, не решаясь посмотреть, что же там находится. Штора в ванной тем временем начала шевелиться. К сожалению, он так и не набрался смелости, чтобы посмотреть, что или кто это было на самом деле. Поэтому я оставлю решение за вами. Монастырь. Фрэнк, блогер и любитель паранормального, на этот раз отправляется в монастырь, который по легендам населен призраками. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять.
Я такого никогда не видел. Это просто потрясающе. Как... Кто это? Я слышу, как кто-то кричит. Посмотри на это. Это как Иисус и Дева Мария. Значит, люди, которые жили здесь раньше, были очень религиозными. Я на 100% уверен, что слышал, как кто-то ходит по комнате. Послушай. Послушай это. Я перестану двигаться. Это было чертовски жутко, я слышал это. Здесь есть кто-нибудь, кто хотел бы поговорить со мной? Как тебя зовут? Меня зовут Фрэнк. Я слышал, как кто-то ходит по комнате. Тебе интересно? Спустя некоторое время мужчина слышит нечто похожее на крики. Когда Фрэнк входит внутрь, он слышит чьи-то шаги, будто находится здесь не один. В одном из помещений он снимает отчетливые стуки, действительно напоминающие шаги. Несмотря на все происходящее, Фрэнк идет дальше. Привет. Здесь почти нет ветра. Марко. Черт возьми. Он пытается пообщаться с предполагаемыми призраками и задает им вопросы. В какой-то момент, кажется, он получает ответ. Фрэнк выходит на улицу, чтобы понять, есть ли кто-то около монастыря. Он возвращается обратно, не прекращая попыток заснять паранормальные инциденты. И спустя какое-то время происходит нечто жуткое, чему Фрэнк не придал значения, находясь внутри монастыря. Марко. Марко Поло. Это здание меня пугает. Я вижу, что на деревьях что-то висит. Ты можешь потрогать занавеску. Эй, ты здесь? Я больше не получаю никаких ответов. Я только что наступил в кучу. Вот дерьмо. Я тоже это почувствовал. Он увидел что-то странное в стене, будто кто-то мог наблюдать за ним через эту дырку. Но это было еще не все. Здесь никого нет. И посмотри, какое большое место. Оно просто огромное. Что это было? Я только что что-то увидел.
Некоторое время спустя Фрэнк заснял проходящую по помещению темную фигуру. Когда он подошел ближе, то там уже никого не было. Сначала он подумал, что это была птица, но когда просматривал видео вновь и вновь, убеждался, что это было нечто иное. А как вы считаете, кто это был? Человек, призрак или что-то совсем иное? Посмотрите еще раз и напишите ваше мнение в комментариях. Hey yo, I just walked in and the bass went boom. Shorty bent over like a witch on a broom. Ass so fat, took up half the damn room. If it claps one more time, it'll cause a monsoon. Bartender looking like damn, not again. Cups hit the floor. Неземное. Следующий ролик снят на камеру наблюдения в обычной квартире. Мужчина рассказывает, что в этот момент смотрел телевизор и немного задремал, а в это время можно было увидеть нечто жуткое. В правой части экрана за окном появляется некая белая фигура. После просмотра видео мужчина сообщил, что фигура очень похожа на нечто неземное. А было ли это действительно так, или это была лишь чья-то шутка? Мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Репортаж. Следующий ролик является новостным репортажем, показанным по местному телевидению. Давайте посмотрим. La niña se aparece en su propio velorio. Rosita era una pequeñita muy querida por su familia, por sus amigos. Tenía 12 años, estaba cursando el primer grado de secundaria y hoy aquí en San Juan Taitic la están velando, la están acompañando en sus últimas horas. Vamos a platicar con la familia, me encuentro con la señora Cristina. Señora Cristina, pues de inicio lo sentimos mucho lo ocurrido y ya fue la audiencia de vinculación a proceso, ya este sujeto, Juan... Fue vinculado ya a proceso. ¿Qué información tiene usted de las autoridades? ¿Qué le pide usted también a las autoridades? Bueno, buenos días. Primero que nada le pido... Кто смотрел внимательно, тот, наверное, увидел за женщиной фигуру, которая появилась и быстро исчезла. Спустя буквально несколько секунд фигура появляется вновь, буквально на мгновение. По сообщениям женщины, в ее доме в этот момент никого не было. Но что же тогда удалось снять на камеру? У вас есть версии? Шторы. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения. Охранник заметил нечто странное и решил посмотреть записи. Сначала ничего не происходит, но потом шторы, которые просто висят, начинают шевелиться и закручиваться. Был ли это просто сквозняк, чья-то шутка или же реальный паранормальный инцидент, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. В следующем видео мужчина заснял нечто жуткое глубокой ночью. Посмотрите.
Когда он находится в спальне, за дверью будто кто-то наблюдает за ним. Мужчина рассказал, что когда он осматривал дом, то никого и ничего не нашел. Он просит своих подписчиков написать, что это было по их мнению. Так что, если у вас есть догадки, пишите их в комментариях. Качель. Следующее видео было снято в Японии. Блогер отправляется проверить одну из легенд, которая основана на том, что если покачаться на качели поздно вечером и посчитать до 4, то что-то произойдет. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. このブランコを4回漕ぐと心霊現象が起きるということなんですけれども、早速検証していきましょう。1、2、3、4 Когда он качается на качели и считая до 4, ничего не происходит. Но смотрите дальше. 何もないですね。この噂は嘘だったということですね。でもね、この公園他にもいろんな噂がありまして、例えばあの街灯なんですけれども、いやいやいや、気のせい、Девочки, вы упали. Он снимает вторую качель рядом с ним. Она также неподвижна. Однако, как только он отходит от качелей, они начинают вдруг раскачиваться без видимой на то причины. А когда он вновь наводит камеру на те качели, там уже качаются 2 жутких девушки. А дальше происходит нечто действительно страшное. У мужчины падает камера и раздается злобный смех. На этом видео обрывается. А что произошло дальше, останется для нас загадкой. Домофон. Данный ролик был снят в Японии. Давайте посмотрим. 誰？わかんない。これずっといいんだよ、こいつ。こいつずっとピンポン鳴らしてんの？そう。めっちゃキモくない？俺ちょっと見てくるわ。え？いやいや、ちょっとやめてよ。やめた方がいいってこれ。ちょっと。 Парень с другом находились дома, когда раздался звонок. На видеодомофоне они кого-то видят и решаются открыть дверь. Когда мужчина открывает дверь, то видит, что у входной двери никого нет. Однако они вновь слышат звонок, а дальше происходит нечто жуткое. いねえじゃん。いないよな。そうだよな。だからいねえって言ってんじゃん。うん。なんか来てる。なんか来てる。Некая фигура приближается к мужчине, хотя он никого не видит. Фигура видна через домофон. А когда друг снимает мужчину, видно, что рядом с ним никого нет. Однако видео с домофона выглядит жутковато. А дальше происходит еще кое-что. Друг, который пришел в гости к мужчине, просто пропадает, а входная дверь закрывается. Мужчина бежит к двери и закрывается, даже не думая о том, куда пропал его друг. И тут вновь раздается звонок. Он идет к домофону и видит уже 2 фигуры, предположительно его друга и еще одного мужчины. На этом видео заканчивается. А как вы относитесь к таким видео, снятым в Японии? Пишите в комментариях. Второй этаж.
Данный ролик сняла девушка, когда заметила нечто странное на втором этаже дома. Давайте посмотрим. Nothing hanging there. Fucking what the fuck is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what the fuck? It just fucking what? Можно заметить, как на крыльце второго этажа дома проносится тень. Кто или что это было, неизвестно. Судя по всему, дом заброшен, но девушка вошла внутрь, чтобы проверить, с кем или с чем она столкнулась. Недолго находясь в доме, она чувствует себя не по себе и решает уйти. А с чем действительно столкнулась та девушка, решать, как всегда, только вам. Стакан. Следующий ролик снят на камеру наблюдения в обычной, казалось бы, квартире. Как вы могли заметить, чашка буквально вылетела у парня из рук. Посмотрите на его удивленное лицо. Как считаете, он специально все подстроил? Или же всему виной нечто паранормальное? Плюшевый мишка. В одной из квартир на камеру наблюдения было зафиксировано нечто жуткое. Давайте посмотрим. Сначала кажется, что ничего не происходит, но смотрите внимательно. Ты вообще кто такой? Ты чё на дядя Серегу букуешь? Я тебе здесь сломаю пол. И не таких ломал. Что это было, Аркадий? Вообще какой-то тип левый. Офигеть, я вот сейчас в натуре прям ошалел. Кошка медленно подходит к плюшевому медвежонку, будто что-то видит около него, а дальше он начинает шевелиться. Пользователи двояко восприняли это видео. Некоторые говорили о том, что такие ролики легко подделать. Другие комментаторы писали, что видели около медвежонка что-то похожее на детскую тень. А что было снято в этой квартире на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Нечто темное. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения в обычной, казалось бы, квартире. Посмотрите. Сначала в дверном проеме проносится кошка, но за ней можно заметить нечто жуткое. Буквально на мгновение там можно увидеть что-то темное, быстро пробегающее и исчезающее в кадре. Женщина, по-видимому, что-то заметила и решила обыскать комнату. Но когда попытка оказалась неудачной, она ушла в коридор, и тут произошло нечто действительно жуткое. Можно было заметить темную аномалию, которая будто сбила с ног женщину и протащила по коридору. На этом видео заканчивается. А что произошло там на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Шоссе. Данный ролик снят на обычном шоссе, но он стал достаточно вирусным. Посмотрите.
можно было заметить пролетающий объект, причем довольно низко. У вас есть версии, что это было? Тогда пишите, обсудим вместе. Ванная. Следующий ролик сняла женщина, которая просто хотела принять душ. Посмотрите. За шторкой можно увидеть чью-то темную руку, которая шевелится и пропадает из кадра. Когда женщина решается проверить, что же это было, то внутри никого не обнаружила. Обманула ли она всех нас или нет, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Поздний вечер. Данный ролик снят на камеру наблюдения в квартире. Давайте посмотрим. Поздним вечером, когда мужчина был дома, шторы открывались без видимой на то причины. Как только мужчина их закрывает, они открываются вновь, будто напоминая о паранормальном присутствии в доме. Эти шторы не похожи на автоматические. Согласитесь? Тогда что же это было? Пишите свои предположения, обсудим вместе. Небо голубое. В следующем ролике мама и дочь решили поиграть в игру «Небо голубое». Кто знает, в чем суть игры, напишите в комментариях. The sky is blue, and I see you. 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 So for those of you asking, this is what fell. That game? Absolutely not. Женщина говорит «Небо голубое, я вижу тебя» и смотрит наверх в ожидании каких-либо действий. И спустя некоторое время с потолка падает люстра. На этом видео заканчивается, а женщина утверждает, что это не постановка. Темная сущность. В данном ролике мужчина заснял темную сущность, которая, по его мнению, прячется в шкафу. Давайте посмотрим. Сначала он снимает шкаф и слышит странные звуки, а затем происходит нечто действительно странное. Зеркало, без видимой на то причины, разбивается. Мужчина уверен, что он столкнулся с темной сущностью, которая по какой-то причине находилась в шкафу и хотела выбраться. А верить ему или нет, решайте сами. Черная ткань.
Данный ролик был выложен на Reddit. Девушка начала сталкиваться с необычными инцидентами в своей квартире, которые ее пугали, и начала все документировать. Сначала она идет в ванную и замечает там темную ткань, просто парящую в воздухе. Но это было только начало. Через несколько мгновений из шкафа вылетают вещи, а кроссовки начинают двигаться без видимой на то причины. Странные события не прекращались. Дома у девушки вновь и вновь происходили паранормальные инциденты. На этот раз она не заметила, но черная ткань просто поднялась в воздух, будто кто-то был под ней. На этом видео заканчивается. А обманула ли всех эта девушка, или у нее дома действительно обитает нечто паранормальное? Решать только вам. Туннель. Следующее видео было снято в темном туннеле. Белую нечеткую фигуру можно было заметить вдалеке, причем появляется она постепенно. Видео короткое, поэтому сложно судить, что это было на самом деле. Окно. Данное видео было найдено в социальных сетях, и о нем много спорили. Давайте посмотрим. Пользователь, по его мнению, заснял что-то жуткое в одном из окон дома. Посмотрите и напишите, что это было по вашему мнению. Обсудим вместе. Завод. В следующем ролике блогер и любитель паранормального по имени Ян отправляется в кожевенный завод. Ходят легенды, что там проводились оккультные ритуалы. Говорят, что призрак одного рабочего, который погиб в результате несчастного случая, все еще бродит по этому заводу. И он там не один, как утверждают очевидцы. Самый страшный призрак, о котором говорят местные жители, обитает в подвале, и его лучше сторониться. Ян отправляется прямо туда, чтобы проверить данные легенды. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Are you one of the tannery workers? Или ты один из духов, которые пришли через портал? I just heard a noise. В самом начале Ян пытается задать вопросы предполагаемым духам, и кажется, они подают ему знаки. Ян продолжает общаться с духами, а паранормальные инциденты начинают происходить один за другим. Почему ты не выйдешь и не покажешься? Я собираюсь сделать несколько фотографий, может, увижу какие-нибудь аномалии и визуальные эффекты. Почему бы тебе не показаться на одной из этих фотографий? Если только ты не боишься.
Похоже, ты меня здесь боишься. In here. Кажется, им это не понравилось. Почему бы тебе не пошуметь еще раз? Ты можешь сделать что-нибудь погромче, не так ли? Сделай еще один такой звук. Ладно, ладно. Что за черт? Я только что почувствовал, как рядом со мной пронесся порыв холодного воздуха. О, ладно, ладно. Он тут сильно шумит. Господи. Я чувствую чье-то присутствие. Что за черт? Что это было? Только что появилось. Похоже на тень. Блогер делает несколько фотографий и замечает, как рядом с ним на миг стало холоднее. На одной из фотографий Ян замечает темную аномалию, похожую на силуэт человека. Несмотря на все происходящее, блогер продолжает расследование, а дальше происходит то, что его не на шутку пугает. Что ты собираешься делать? Ты собираешься что-то сделать? Это ужасно. Боже мой. Вот черт. Вот черт. Вот черт. Ладно, я ухожу отсюда. Чувак, оно просто дотронулось до меня. Я почувствовал, как холодная рука пробежала по моей спине. Боже мой. Это было просто ужасно. Просто успокойся. What? That door just shut. Кто-то будто дотронулся до Яна. Он это четко почувствовал, но решил не сдаваться и пойти дальше. Затем дверь подвала вдруг закрывается, а Ян бежит к ней, чтобы понять, заперт ли он тут или нет. Ему удается открыть дверь, и он идет дальше. Ян переходит в другую комнату и сталкивается с паранормальной активностью. Одна из этих чертовых штук шевельнулась. Я ухожу. Я ухожу отсюда. Ого, у них даже есть тема из «Волшебника страны Оз». Если здесь кто-то есть... Что это было, черт возьми? Похоже, что-то здесь шевельнулось. Ты только что сдвинул один из манекенов? Не мог бы ты сдвинуть один прямо сейчас? Любой из них. Чувак, эта штука только что начала раскачиваться. О, нет, 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 нет. Ты серьезно? Она, должно быть, тоже была одной из самых причудливых на вид. Она выглядит чертовски безумной. Один из них, один из тех, кто был там сзади, пошевелился. Я, черт возьми, только что это услышал. Неужели эти манекены одержимы? Она только что пошевелилась. Она только что пошевелилась. Она двинулась вперед. Манекены начинают шевелиться, а дальше Ян просит духа сдвинуть один из них еще раз. И один из манекенов действительно начинает шевелиться, а дальше шевелится еще один. Когда Ян решает задать еще один вопрос, то жуткий манекен прямо перед ним сдвинулся с места. Смелый блогер идет дальше, ближе к помещению, где, по сведениям, погиб рабочий, и он вновь сталкивается с паранормальной активностью. Это существо в кромешной тьме. У меня такое чувство, что я сейчас свалюсь с этих перил. Это было безумное общение.
Он буквально только что рассказал, как он умер, и это то, что они говорят. Они говорят, что здесь умер рабочий. В этом есть большой смысл. Что за чертовщина? Там внизу только что что-то сдвинулось. О боже мой. Вы только посмотрите на это. Что это такое? Это просто замечательно. На этот раз тележка начала двигаться без видимой на то причины. Мне нужно выбраться отсюда. Я должен спуститься туда и посмотреть на это. Чувак, это безумие какое-то. О боже, осторожнее. Я имею в виду, мог ли это быть ветер? Я имею в виду, что он есть. Прямо сейчас на улице сильный ветер. Начинается буря. О боже. Вон там еще один долбанный манекен. Чувак, как ты это объяснишь? Похоже, эту штуку нелегко сдвинуть с места. Вовсе нет. Да, чувак, эту штуку ни за что не сдвинуть с места. О, чувак. Что за хрень? О боже мой. Это же... Я закончил. С меня хватит. О боже мой. Ян спускается вниз, чтобы разобраться, что это было. И спустя несколько мгновений тележка начинает двигаться в нескольких метрах от него. У меня такое чувство, что прямо сейчас я нахожусь в доме Эда Гейна. Здесь есть кто-нибудь? Звучит так, будто там что-то есть. Если там кто-то есть, не могли бы вы выглянуть из этого дверного проема? Чувак, у меня возникает жуткое чувство, когда я смотрю туда. Что это, черт возьми, было? Срань Господня. Срань Господня. Блогер продолжает исследовать завод, и на этот раз слышит некий стук. А когда Ян подходит ближе, в одной из комнат со стола что-то падает. Оказывается, это была рука от манекена. У меня получилось. Что, черт возьми, это было? Ян снова делает несколько фотографий в надежде задокументировать нечто паранормальное. И на одной из них он замечает аномальную фигуру. Ян идет дальше и пытается понять, действительно ли на заводе обитает призрак маленькой девочки по имени Меган, о которой здесь ходят легенды. Не хотели бы вы выйти и поиграть? Поиграйте в какую-нибудь игру. Эй, 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 эй. О боже мой. Чувак, это в буквальном смысле выглядело как тень, стоящая рядом с той кроваткой. Господи Иисусе. Вы что, стоите вон там? Дальше он замечает теневую фигуру, которая стояла у детской кроватки. Ян пытается пообщаться с Меган с помощью специального оборудования. И кажется, он получает ответы. Спустя несколько мгновений Ян чувствует около себя чье-то дыхание и готов уже завершить исследование завода. Но паранормальные инциденты не перестают происходить. Все в порядке, Меган, я принес вам игрушку. Меган, как вы здесь оказались? Вы здесь умерли? Нет? Все в порядке. Если вы не умерли здесь, то прошли ли вы через портал? А портал, который находится здесь? Да, вы это сделали. Спасибо вам. Так почему же вы решили остаться здесь? Вам просто здесь нравится? Да. Ну что же, это хорошо. Я не знаю. Иногда говорят, что темные сущности могут выдавать себя за маленьких девочек, и я не знаю.
но по какой-то причине я просто волнуюсь. Это снова происходит. Это тоже происходит сразу после того, как я это сказал. Меган, ты та, за кого себя выдаешь, Меган. Ты честна со мной? Разве нет? Я не знаю. Я не знаю, сколько еще я здесь пробуду. Я действительно не знаю. О, боже мой. Это было похоже на жуткое дыхание. Все в порядке, вот и все. Вот и все. С меня хватит. С меня хватит. Я просто не знаю, с кем я общаюсь. Чёртова колыбель, она двигается. Черт возьми, нет. Ну же, Йен, ну же. Ты должен попытаться опровергнуть это или что-то в этом роде. Это все еще продолжается. Это все еще потрясает. На этот раз детская кроватка начинает раскачиваться прямо у него на глазах. На этом видео Яна заканчивается. А действительно ли на этой фабрике обитают призраки бывших рабочих или нет, решайте сами. Я остался, когда все ушли. Не громко, не страшно, просто все стало другим. Дом еще теплый, чай не допит. За окном кто-то жил. Я не понял, что умер. Просто перестал быть другим. Я брожу по углам, где мое было детство и мать. Где обои все те же, но фото давно не висят. Где когда-то смеялись, теперь пыль и нет сигнала. И даже кот, помнишь, он ушел за мной молча. Сначала ты проходишь сквозь стены, как будто сквозь меня. Смотришь в окно, не замечая дыхания. Я сижу на диване, где спал в 90-х под мультики, но ты все не слышишь, как будто весь мир стал глухим. Моя комната как музей, где экскурсий не бывает. Я сижу и слушаю, как плачет соседка живая. Я не злюсь, я не мщу, мне бы просто быть вспомненным хоть кем-то, хоть раз, хоть словом случайно. Я не тень, не кошмар, не сюжет из плохих новостей. Я обычный человек, который остался здесь. Если слышишь меня, не молчи, не беги от окна. Я все помню, твой голос, твой смех и ту ночь без сна. Я остался за гранью, но прошу тебя, как тогда, подпишись на YouTube и Telegram, чтоб я не исчез навсегда. Паранормальная квартира. В следующей серии роликов девушка отправляется в квартиру, где происходят паранормальные инциденты. Давайте посмотрим, что ей удалось заснять. 我到了，这个声控灯好灵啊！今天看一个4楼的，这个小区的话是这个小区是1层是3户的啊，我已经到4楼这个门口了啊，我们看的是401这个小区的话还可以啊，不知道里面是啥样的。看一下钥匙，哎呀，这个钥匙锁跟门都看起来还挺好的啊。这个声控灯真灵啊！哎，是一个2室1厅格局，哎呦，老式装修，怎么了？我要关了，我非要关，还惠娘，我是惠娘，我是惠娘。 Когда девушка зашла в квартиру, то она не смогла включить свет, электричества не было. Она включает фонарик и осматривает комнаты в надежде задокументировать паранормальные инциденты. Девушка осматривает комнаты и снимает все, что происходит. 我刚刚没录进去，就这个风超大，然后那个门一下给我关住了，我吓了一大跳啊！我还要进来看究竟是什么情况。我发现啊，这个窗没关，这个门也没关啊，你看那风吹的，我真的是，这是风啊风！
В спальне можно было увидеть шевеление простыни, будто под ней кто-то или что-то есть. Сначала она думала, что виной всему был ветер, но потом все же решила, что причина совсем в другом. На этом видео заканчивается, а что действительно обитает в этой квартире, останется для нас загадкой. Нечто жуткое. Данное видео было найдено в социальных сетях. Посмотрите. Escucha. Para eso. Escucha. Coño. ¿Lo oye? Yo. Coño. Hostia. Coño. ¿Qué cojones? Venía de aquí, ¿verdad? ¿Qué cojones, tío? ¡Mira! ¡Dios! ¡Corre! ¡Sale! Мужчина услышал странный шум в своей квартире и решил заснять все происходящее на телефон. Когда он зашел в детскую комнату, то окно вдруг закрылось без видимой на то причины. В этот раз он покинул комнату, но паранормальная активность не прекращалась. В один из дней он услышал странное, даже жуткое дыхание и начал снова все снимать. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! Hay alguien. Hay algo. No puede ser. ¡Hostia! ¿Qué coño acabo de ver? Когда он нашел источник шума и подошел к комнате, то, зайдя туда, не на шутку испугался. В диване торчала то ли рука, то ли нога. Мужчина вышел из комнаты, но осмелился войти вновь. Войдя туда, он открыл диван и никого не обнаружил внутри. Было ли видео постановочным или мужчину кто-то разыграл, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Просто игра. Следующий ролик короткий, но загадочный. Девочка просто играла на улице, но что-то пошло не так. Посмотрите. Когда она бежит, то через какое-то время останавливается, не понимая, что произошло. В момент остановки, будто кто-то тянет ее за платье. Сама девочка, кажется, недоумевает. На этом моменте видео обрывается. А было ли в нем что-то паранормальное или нет, решать только вам. Темный вечер. Следующий ролик наделал много шума в сети. На нем засняты девушка с другом темным вечером. Сначала кажется, что они просто играют у воды, и ничего необычного не происходит. Но смотрите внимательно. Действительно можно не заметить, но если замедлить и приблизить, то видно, что когда девушка падает в воду, ее хватает чья-то рука. Сама девушка была напугана и шокирована после этого инцидента, и она до сих пор не знает, что же это было. В следующем видео девушка по имени Александра, блогер и любитель паранормального, отправляется в заброшенную школу. Она установила внутри камеры наблюдения, чтобы задокументировать все инциденты. Посмотрите, что ей удалось заснять.
Несколько минут спустя, пока камеры записывали, девушка исследовала школу, и на одной из них Александра обнаружила движение. Темная тень перемещалась в дверном проеме, будто кто-то бродил по этой школе, и она была там не совсем одна. Дальше она находила различные вещи, что еще больше наводило ее на мысль, что в школе кто-то есть. А дальше она нашла мяч, и когда она решила его пнуть, то с полки упал другой мяч. Было ли это простой случайностью? Неизвестно. Спустя еще некоторое время на одной из камер было заснято движение стула. Девушка не утверждает, обитает ли здесь нечто паранормальное или нет, но обещает вновь вернуться сюда. Кровать. В следующем ролике блогер отправился на поиски паранормального. Он отправился в дом, где по легендам обитают призраки. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. В какой-то момент, находясь в комнате, он слышит стук. Несмотря на все происходящее, он продолжает свое большое расследование. Он устанавливает камеру и ложится на кровать, чтобы понять, произойдет ли что-то или нет. Спустя некоторое время кто-то или что-то стучит в дверь, а блогера кто-то стягивает. Он осматривает комнату, но никого и ничего не находит. Может быть, это были члены его команды, а может быть, что-то паранормальное. Сладкий сон. Следующее видео быстро разлетелось по сети, и пользователи много спорили насчет него. Посмотрите. На видео можно увидеть девушку и парня, которые спят в кровати, а дальше происходит нечто жуткое. Сначала девушку будто кто-то трогает, а ее голова начинает шевелиться, но это было только начало. Давай по новой, Миша, все хуйня. Сначала девушку будто кто-то трогает, а ее голова начинает шевелиться, но это было только начало. Дальше темная тень появляется в комнате и буквально вытаскивает девушку из постели. Многие пользователи писали, что видео было смонтировано для того, чтобы набрать просмотры. Однако другие убеждены в том, что это могла быть темная сущность. А вы на чьей стороне?
Церковь. Следующее видео было снято у церкви в Бразилии. Посмотрите. Essa igreja aqui, ó. Tem alguma coisa batendo na porta aqui. Não tem nada ali dentro. Muito louco. Cabuloso, né? Rapaz. Cabuloso, né? Входные двери шевелятся без видимой на то причины, будто кто-то старается выйти, но не может. Видео снято с разных ракурсов, и на одном из них можно заметить людей, которые стоят и смотрят. Они недоумевают, что происходит. Как думаете, что могло быть причиной такой активности? Жду ваши версии в комментариях. Огни. Следующее видео было снято в Астане, Казахстан. Пользователь поздно вечером заметил странное явление в небе и начал снимать. Давайте посмотрим. Снимаешь? Да. Что это разломалось? Шаттл какой-то, не шаттл, а этот спутник, может. Не, ну может и Капец, как красиво. Стероиды. Вообще, чё, а куда оно летит? Кстати, это за город. Ничего сейчас будет. Блин, наверное, меня ужасно снимает. Капец, что сейчас? Да, у меня тоже так. А куда оно упадет? Не, ну это очень далеко не. Я знаю, что это далеко, но оно уже... В небе можно было заметить огни, которые двигались. Мужчина, что снял видео, не мог и предположить, что это такое. Видео набрало больше 1000 комментариев. Пользователи делились предположениями о том, что это было. Некоторые писали, что это космический мусор. Другие предполагали, что видео явно было отредактировано и попросту не поверили мужчине. Были и те, кто написал про падение ангелов с небес и НЛО. С удовольствием почитаю в комментариях ваши версии о том, что было снято в этом видео на самом деле. Страхи Кайла. Следующую серию роликов снял мужчина по имени Кайл. Он сталкивается с паранормальными инцидентами у себя в квартире и старается все снимать на мобильный телефон. It's happening again. I can hear it again. Я сейчас вернусь. Это снова происходит. Do y'all hear it too? Это откуда-то снизу. Откуда это доносится? Я не могу понять, откуда это. Я не могу понять, откуда это. Мы думали, что уже ложимся спать, но это только что произошло. Поэтому мы решили выйти на веранду и немного посидеть здесь. Не думаю, что сегодня мы сможем нормально выспаться. Вы это слышали? Я еще не смотрел видео, но собираюсь его выложить. В первом видео он слышит стук в дверь и идет смотреть, что происходит. Он осматривает свою квартиру, но никого не находит. Мужчина выходит на веранду дома, чтобы немного отдохнуть и сталкиваться со странным шумом. Звук был такой, будто он доносится сверху. По крайней мере, сначала.
На какое-то время он прекратился. Мы попытались снова уснуть. Потом стало казаться, что это происходит за пределами нашей спальни на заднем дворе. Как будто кто-то стучал в стену дома. В еще одном ролике он слышит сильный стук, который доносится с чердака. Супруга убедила его не открывать чердак, и на этот раз он ее послушал. Но стоит посмотреть его следующие ролики, где он стал более смелым. Свет мигал. Я просто посмотрю, повторится ли это. Вот, опять началось. Я просто выключаю свет, а через минуту он снова включается. Почему это происходит? Почему-то мне страшно, что если я попытаюсь встать и выйти из комнаты, свет просто погаснет. Ладно. Этот снова включился. Я думаю, лучше пусть он включается, чем выключается. Спасибо, что снова включили свет. Я вам очень благодарен. Может, ты включишь и другой свет? В следующем ролике он сталкивается с мерцанием света. Лампочки то горят, то нет. Это пугает мужчину, ведь он не хочет оставаться в полной темноте. Так как звуки на чердаке не прекращались, мужчина решил все же подняться туда и установить там камеру наблюдения. Посмотрите, что она записала. Наконец-то записал что-то на чердаке. Я в шоке, и ни за что на свете я туда не пойду. Боже мой. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что я должен делать? Я не могу туда подняться. Небольшой чемодан вдруг начинает шевелиться, будто там кто-то есть. Мужчина не понимает, с чем он имеет дело, и не хочет подниматься на чердак. На этом серия роликов от него заканчивается. А с чем он столкнулся на самом деле, останется для нас загадкой. Данное видео сняла семейная пара в своем доме. Давайте посмотрим. It's happening again, you guys. Oh my gosh. No one in here. There's no one in here. Дверь в одну из комнат вдруг закрывается, а когда девушка заходит внутрь, то никого не обнаруживает в ванной комнате. Вместе с супругом они обыскивают весь дом, но никого и ничего больше не находят. А было ли снято чем-то паранормальным, или же это простой обман? Решать, как всегда, только вам. Зеркало.
Следующий короткий ролик наделал много шума в социальных сетях. Девушка приставила камеру телефона к зеркалу. И вот что получилось. Вы видели чье-то лицо? Как думаете, что это было? Простой монтаж или оптическая иллюзия? Пишите ваши мысли в комментариях. Доказательств. В следующем ролике мужчина убежден в том, что призраки существуют. В своих социальных сетях он постоянно публикует подобного рода видео. Посмотрите. Watch this. The form that you are today. Wow. My spirit. Oh my God. Oh my God. На этот раз аномалию можно увидеть в ванной комнате. Мужчина убежден в том, что призраки могут принимать различную форму, чтобы не пугать людей. Но было ли снято им реальным призраком? Или же это нечто совсем иное? Среди могил. В следующем видео блогер по имени Фрэнк отправляется на кладбище в надежде заснять паранормальную активность. Давайте посмотрим, что ему удалось задокументировать. И я тоже нервничаю. Мне показалось, что я видел, как что-то двигалось в темноте, но это был всего лишь фонарь. That's the other tomb with the light on, you see? Сначала он бродит среди могил, наводя фонарик на некоторые из них, и ничего необычного не замечает. Но смотрите дальше. Hola? Я просто заглянул. Я заглянул, вот и все. Можно мне зайти? Я не знаю, что это было. Я хочу посмотреть. Он замечает белую аномалию, которая находится буквально в нескольких метрах от него. То или что это было, непонятно. Когда Фрэнк идет дальше, он слышит странные звуки, а дальше он что-то замечает за одним надгробием. Я постоянно слышу какие-то звуки. Что это было? Что это за хрень такая? Выключи инфракрасный свет. Включи фонарик. Фрэнк пытается выяснить, кто или что находится за надгробием, и задает вопросы. Он идет туда, чтобы проверить, кто действительно находится за надгробием, но как только он подходит, то никого не обнаруживает. Фрэнк идет дальше, несмотря на все происходящее. Подходя к определенному месту на кладбище, Фрэнк рассказывает, что видел тут нечто похожее на пробегающего ребенка, но откуда бы ему тут взяться ночью? Ты имеешь в виду доску для спиритических сеансов? У меня такой нет. Ты хочешь, чтобы я поговорил с тобой на спиритической доске? Я никогда раньше такого не слышал. И знаешь что? Я тут подумал. Я достану фонарик. Можно я просто поговорю с тобой через это? Мои легкие. Осторожно.
Я снова могу снять это на камеру, потому что это было безумие. I feel like I'm playing Fatal Frame. Listen. Спустя несколько мгновений он слышит что-то похожее на детский смех. Фрэнк дальше исследует кладбище и замечает группу людей в чем-то белом. У меня садится батарейка, потому что она почти разрядилась. Но я не один в этом месте. Надеюсь, здесь больше никого нет, чтобы я снова их увидел. Я услышал крики и разговоры, и они прямо там. Видишь их? Не знаю, молятся ли они. Я попробую подойти поближе и посмотреть, что они делают. Но думаю, мне пора уходить отсюда. Уже слишком холодно, и скоро 5 часов. Скоро 5, и я не знаю, кто сюда придет и будет искать, особенно охрана. Вот они. Я ухожу, потому что если они меня увидят, то расскажут охране. Ночью это выглядит достаточно жутко. Больше ничего паранормального Фрэнку заснять не удалось, но мы-то знаем, что он еще точно вернется и порадует нас жуткими кадрами. Уборка. Следующий ролик сняла девушка, которая занимается уборкой домов. Она рассказала, что этот дом никак не могут сдать в аренду на долгий срок. Людей пугают здесь посторонние звуки и паранормальные инциденты. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque la gente no dura rentando. Rompe el contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Se las quiero enseñar. Lo raro es que dice el realtor que no dura la gente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados está ahí. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces. Когда девушка идет по дому, дверь в туалет вдруг открывается. Несмотря на все происходящее, она продолжает осмотр. Спустя некоторое время она слышит странный шум и пытается найти его источник. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escucha mucho ruido. Yo creo que me voy a tener que ir. No sé. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chinga. Esa pinche luz, la de acá la tengo que apagar. Когда она входит на кухню, один из шкафчиков открывается без видимой на то причины. Девушка не выдерживает и решает уйти из этого дома. И на этом видео заканчивается. А вы как думаете, могут ли тут обитать призраки или это рекламный ход? Пишите ваши версии в комментариях. Дом призраков. В следующем видео японский любитель паранормального по имени Шира со своей командой отправляется в здание, где по легендам обитают призраки. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять.
So, I don't know if Shirako-san noticed this, but I'm sorry for not being here or in the room. Ого, погоди-ка. Что это? Спустя некоторое время блогер слышит странные звуки и пытается найти их источник. Дверь в одну из комнат вдруг закрывается, и это попадает на камеру. На одной из установленных камер наблюдения Широ замечает нечто похожее на женский голос. А дальше камера наблюдения засняла некую аномалию. Посмотрите. Что-то двигалось справа налево в этот момент. Блогер отправляется в следующий корпус данного здания и снова сталкивается со странным шумом. Спустя несколько минут, когда он устанавливал камеру, то столкнулся с чем-то действительно жутким. Посмотрите. О, ладно. Это что, пинг или что-то в этом роде? Is there a ping or something? Ну, давай сделаем это. Что это за звук? Серьезно? Позади Широ можно было заметить некую аномалию, будто кто-то был там в тот момент, кроме него. Несмотря на все происходящее, блогер идет дальше. A woman's? What? Mr. Tail. Mr. Whitetail. Mr. Whitetail. Mr. Whitetail. Mr. Something strange came out. Что-то странное вышло. Похоже, что-то странное выходило, и я услышал женский голос. Я. В одной из комнат он сталкивается со стуками и в страхе убегает. Также один из членов команды услышал женский голос, и ему показалось, что он даже кого-то видел в тот момент. Давайте посмотрим еще раз. Небольшую аномалию действительно можно было заметить слева. То или что это было, неизвестно. Спустя несколько минут расследования, Широ также заметил некую аномалию, похожую на тень в одном из помещений. Посмотрите еще раз и напишите, видели ли вы что-то. На этом расследование заканчивается. А верить ли японской команде охотников за призраками или нет, решайте сами. Следующее видео сняла девушка, на странице которой все видео связаны с макияжем. Она раньше не верила в паранормальное, пока не столкнулась с ним в своей квартире. Давайте посмотрим. रात के 12 बज रहे हैं मेरे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दरवाज़ा खुल रहा है और बंद हो रहा है बहुत देर से। देखा?
Когда она находится в комнате, дверь вдруг открывается. И это было только начало. Дальше она закрывается без видимой на то причины, а девушка идет прямо туда, чтобы проверить, что происходит. यहाँ कोई नहीं है. Наверху она видит что-то и не решается подняться, чтобы понять, что это было. Но на этом все не закончилось. Дальше она слышит странные звуки и снимает все на видео. से कैमरा खोला है कि तुम्हें पता है दरवाज़ा खुद ही खुल रहा है, कब से खुद ही बंद हो रहा है. वो देखा बस. На этот раз дверь сначала закрывается, а потом открывается сама по себе и видео обрывается. Девушка все еще задается вопросом о том, что происходит у нее дома. А что это было на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Темная аномалия. Следующий ролик вызвал массу споров в сети. Давайте посмотрим. Мужчина стоит в углу комнаты и будто с кем-то говорит. Однако на одном из кадров было замечено нечто странное. Te ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor, tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ay, Diosito lindo. ¿Qué quieres? No te tengo miedo. No te tengo miedo. Mira, regresa. ¿Qué quieres? Темная аномалия появляется в углу буквально на мгновение, а затем пропадает. Инцидент повторяется несколько раз. Что это было, неизвестно. Дальше мужчина подходит и начинает буквально пинать эту аномалию. На этом видео заканчивается. Было ли снятое чем-то паранормальным, или же это просто чья-то шутка? Жду ваши версии в комментариях. Активность. Следующие ролики нам прислал подписчик. Он утверждает, что в его доме происходят паранормальные события. Часто мужчина с ними сталкивается лицом к лицу. Он начал снимать все на телефон, чтобы попытаться задокументировать все, что происходит в его доме. В первом видео он заснял, как шторы шевелились, хотя окно было закрыто. В еще одном ролике от подписчика он заснял темную фигуру, которая стояла у кровати в спальне. Мужчина пишет, что все происходящее сводит его с ума, и он не знает, что ему делать. Тень. В следующем видео девушка засняла некую тень, которую заметила в своем доме. Посмотрите. Я тебя вижу. Иди ко мне. Ты что, маленький мальчик? Все в порядке. Иди сюда. Все в порядке. Не знаю, может у меня что-то с глазами, но мне кажется, что она двигается туда-сюда.
Хочешь посмотреть фильм? Все в порядке. Come back, come back. No, you come back. Go straight, look straight towards me. No, no, turn towards me like you were earlier. Put your back towards me. Она пытается поговорить с этой тенью, которая похожа на ребенка. Пока они с мужем пытаются понять, с кем или с чем имеют дело, через мгновение тень ребенка буквально пробегает позади них. Они утверждают, что были дома одни, а верить им или нет, решайте сами. Баскетбол. Следующее видео должно было быть обычным. Мужчины просто играли в баскетбол, но что-то пошло не так. Посмотрите. Когда мяч улетает от них, происходит нечто странное. Кто-то из темноты возвращает мяч мужчинам. Они после этого находятся в замешательстве. А что это было на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Старый дом. Следующую серию роликов сняла девушка-риэлтор по имени Джессика. Она сдает в аренду и продает различные дома. Некоторые из них очень старые, и в них происходят различные инциденты. На этот раз она услышала странные звуки в доме 1925 года и начала снимать. Hello? Can you hear it? I don't know, it's from outside. Oh my goodness. I think I have to leave. Она осматривает дом и слышит странный шум. Замирая от страха, Джессика продолжает снимать в поисках ответов. Однако, услышав посторонний шум, риэлтор решает покинуть этот дом. Джессика находилась в состоянии страха, но хотела найти ответы, поэтому вновь вернулась сюда. Ее любопытство победило. I went back to that abandoned house, the one where I heard those noises, and you will not believe what I found upstairs. This time, when I walked in, it was completely silent. Too silent. I told myself I wouldn't go upstairs, but my curiosity won. I had to see what was up there. As I climbed the stairs, I heard a sound, a low creaking noise, like something shifting. My heart stopped until I realized it was just an old chain hanging from the ceiling, swaying slowly, but then I saw it. A Pepsi can sitting on the windowsill, and on top of it, a freshly burned cigarette, half smoked. I felt cold. Someone had been here. Someone was here the first time I walked through this house, and I didn't even know it. Would you go back? What would you do if you found this? На этот раз наверху было тихо, но когда она поднималась по лестнице, то заметила, что в одной из комнат включена люстра, а также наверху стоит банка Пепси и недокуренная сигарета. Джессика отметила, что в тот момент ей было достаточно холодно. Кто-то явно был здесь помимо нее. Джессика вновь вернулась в этот дом, поскольку был запланирован просмотр с клиентом. Не дождавшись его, девушка поднялась наверх одна и пожалела. Did you see it? Oh my god.
was that? Oh my goodness. I think I have to leave. Спустя несколько секунд осмотра дверь в ванную закрылась, и кажется, там кто-то был. Джессика выбежала из дома и решила, что вернется сюда только с клиентом. Однако в тот момент дом уже был пуст. Девушка все еще задается вопросом о том, что или кто это был. Призрак, сквотер или просто ветер. Призраки в аллее, Дед морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это ты видишь. Не сквозь темноту и юмора искра. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Страхи Британи. В этот день Британи была дома со своей собакой. Она заметила нечто странное и начала снимать. Сначала Британи находится на заднем дворе, но потом идет в дом. Женщина слышит лай собаки по имени Джози и пытается найти ее. Она медленно поднимается по лестнице в поисках любимого питомца. Она просто смотрела на это, а потом начала раскачиваться и рычать, и снова зарычала. Когда она находит Джози, то видит, что она неподвижно стоит и смотрит на шкаф. Дальше женщина замечает некую активность на заднем дворе и документирует все, что происходит. Она показывает, что у них на территории и есть кладбище, где похоронены ее бабушка и дедушка. Также женщина рассказывает, что они хоронили здесь своих кошек. Дальше Британи говорит о том, что к ним часто стали приходить коровы. Причем они буквально замирают на месте, и этот момент ей удалось заснять. Почему? Они просто пришли.
Что же они там видят? Почему их притягивает это место? Неизвестно. В еще одном видео от Британи она замечает ночью коров на своем заднем дворе. Thank you. No problemo. Зрелище действительно жуткое, учитывая, что они приходят каждый раз именно к могилам. Одна из камер наблюдения засняла еще один жуткий момент. Когда Британи заходит домой, кто-то буквально тянет ее за футболку, что замечает женщина и выбегает из дома. На этом серия роликов от Британи заканчивается, а верить ей или нет, решайте сами. Заброшка. В данном ролике блогеры отправляются в заброшенное здание в поисках паранормального. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Vean eso, vean eso. Está de terror esto, ¿eh? Están muy tétricas las figurillas. Sí. Esta sin cabeza está de miedo, miren. Uy, uy. Un bebé llorando. Un bebé llorando. Sí. В одной из комнат они находят фигурки кукол, которые кажутся довольно жуткими. А дальше они слышат какой-то шум в доме, хотя находятся там одни. По крайней мере, они так думали. Они идут по дому в попытке заснять паранормальное. А дальше им удается заснять нечто действительно страшное. Se están escuchando cada vez más cosas. Vamos a entrar a la cocina, Daniel. Mira la pared aquí enfrente. Mira, esto que está todo lleno de humedad. Mira todas estas grietas. De arriba del techo. ¡Ay, güey! Vi algo ya. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Atrás vi algo! Estaba algo. ¡Oh, la madre! Algo atrás de ti vi. ¡Uy, cabrón! Voy a pasar. Ah. Cuidado. Aquí vi algo, güey. Oh, pero está cerrado. За одним из блогеров, Даниэлом, можно увидеть темную фигуру со светящимися глазами. Нечто выглянуло и спустя мгновение скрылось. ¡Hala! ¡Ve esto, güey! ¡Ve esto, güey! Abrieron la puerta, güey. Abrieron la puerta. Está cerrada, ¿verdad? Sí, no mames. Mira estas, güey. ¡A la madre! Mira esas manos. Algo subió, güey. Ve, eso está fresco, güey. No mames. Мужчины идут дальше, осматривая каждый угол здания. И на лестнице они находят отпечатки ладоней, а также открытую дверь на второй этаж. Это не на шутку пугает блогеров. А дальше они снимают еще одну паранормальную фигуру, похожую на женщину в сером платье. Блогеры рассказали, что у них буквально мурашки бежали по коже от всего происходящего. Они продолжают сталкиваться со странным шумом в доме и снимают все, что происходит. Estaba atrás allá, en la puerta, si estaba arriba. Según yo no estaba acá arriba, güey, porque yo había grabado que no había visto nada de eso. Ve esta mamada. Hola. ¿Escuchaste? Sí, sí son lamentos, pero como de hombre grande. Mira, ahí se vio algo. No, no, no mames, Daniel. Espérate. Mira el cuadro, Daniel. Sí, sí, lo estoy viendo. Me congelé, me dio escalofríos, estoy... Bájate para acá, bájate. Mira. Bájate. Venga, el cuadro. Uf. ¿Viste cómo se movió? Sí, güey. No mames.
Спустя несколько мгновений один из мужчин замечает, что картина, которая висит на стене, начинает шевелиться. На этом их расследование подходит к концу. А что действительно они засняли в том доме, решайте сами. Белое лицо. Данное видео было снято на видеодомофон. Посмотрите. В подъезде можно заметить чье-то белое лицо. То или что это было, неизвестно. Если у вас есть мысли, пишите их в комментариях. Жуткие лица. Следующий ролик стал достаточно обсуждаемым в сети. Пользователь выложил данное видео и сказал смотреть внимательно. Это видео предназначено не для всех, кто его увидит. Так что если вы не обладаете духовностью, если у вас не открыт третий глаз, я не собираюсь указывать на них. Но я вижу свет прямо сейчас. Хорошо, подождите. Здесь столько всего происходит. Очень много всего происходит. Когда я рассказал вам короткую историю, он буквально повернул голову. Он стоял лицом ко мне. У того, у кого были белые глаза, мне показалось, что у него белые глаза. Я знаю, что вы все его видите. Там двое, на самом деле их целая куча. Но вот этот прямо здесь, вы видите его голову и плечи, кажется, что он смотрит вниз. О, только взгляните на того, кто стоит рядом с ним, и на нем все золото. Такое впечатление, что у него на носу появился маленький золотой огонек. У него вся голова покрыта золотом. Позвольте мне немного увеличить изображение. Посмотрите, как сюда проникает маленький лучик света. У вас там совсем нет огней. Здесь нет огней. Их там так много. Посмотрите на огни прямо там. Но вот эти двое... О, детка! Посмотрите на него. Он смотрит на меня. Вы все знаете, что он смотрит на меня. Вон тот, что посередине. Посмотрите на них все вместе. Видите свет? Видите этот маленький огонек, который пытается проникнуть внутрь? Это еще один огонек. Вон там еще один огонек. Выходите. Все в порядке. Вам не нужно бояться. Я не боюсь. Вам не нужно бояться. Все в порядке. А вот и еще один маленький огонек, который пробивается наружу. Посмотрите вон на тот, прямо здесь. Видите, маленькие белые огоньки. Многие комментаторы написали, что ничего не видят, но другие отметили, что среди деревьев можно заметить несколько жутких лиц. Мне интересно, увидели ли вы что-нибудь среди этих деревьев? Но это не единственное видео от этого пользователя. Посмотрите еще одно. Что это? Вы только посмотрите на него. Давайте приблизим. Да. Чувак, послушай. Он огромный. Он похож на сову. Он повернул голову и смотрит прямо на меня. Но посмотри на того, что сзади. Вы что, не видите это? У него длинная шея. Я вижу две ноги. Я вижу руку. Если я не ошибаюсь, их может быть трое. Я вас не знаю, но это что-то странное. Погодите минутку.
Две темные фигуры можно заметить на улице. Просто ли это игра света или нечто совсем иное? Неизвестно. Посмотрите видео полностью и напишите ваши версии в комментариях. Большая фигура. Следующий ролик был снят поздно вечером. Давайте посмотрим. Среди деревьев была снята достаточно большая фигура. Была ли это игра света или что-то паранормальное? Неизвестно, но я с удовольствием почитаю ваши версии. Ночь. Следующее видео было снято на камеру наблюдения ночью. Мужчина уснул на диване, когда все это произошло. Картина просто падает со стены, а камера реагирует на движение и будто замечает что-то, чего мы не видим. Мужчина до настоящего времени не разобрался в этой ситуации. Был ли это паранормальный инцидент или просто совпадение? Мы никогда не узнаем. Задний план. Следующее видео было найдено в социальных сетях. Девушка снимала себя на кладбище и заметила нечто жуткое. Посмотрите. На заднем плане можно увидеть едва различимый силуэт, напоминающий призрака. А что это было на самом деле, решать только вам. Архив. Следующий ролик напугал многих родителей. Девушка просто просматривала архивные видео со своим ребенком и на одном из них заметила нечто жуткое. Смотрите внимательно. Чё, теперь все... Кажется, девочка просто стоит в кроватке. Да, сначала можно не заметить, но если замедлить, вы увидите, что произошло. Темная фигура быстро пронеслась по комнате, буквально за долю секунды. Кто это был, неизвестно. Девушка выложила это видео в попытке разобраться. Так что, если у вас есть варианты, поделитесь. Присутствие. Данный ролик снял молодой человек, когда почувствовал чье-то присутствие и понял, что за ним кто-то наблюдает. Посмотрите. За дверью можно увидеть темную фигуру, которая смотрит на молодого человека. Разыграл ли его кто-то или на видео реально попала паранормальная фигура, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Зловещее лицо. Следующий ролик стал довольно обсуждаемым в сети. Давайте посмотрим.
Молодой человек заметил у себя на лестнице зловещее лицо, которое наблюдало за ним. Пользователи делились своими предположениями в комментариях. Одни утверждали, что это простая шутка или постановка, другие были не на шутку напуганы, а третьи также разглядывали окно в поисках ответов. И один из пользователей написал, кто точно видел чье-то лицо за стеклом. А вы его видели? Метро. Следующий короткий ролик был снят в метро. Посмотрите. Right. Speak to staff or text police 61016. We'll sort it. В отражении можно было увидеть чье-то жуткое лицо, которое то пропадало, то появлялось вновь. Видео, кстати, испугало многих пользователей, особенно тех, кто ездит в транспорте поздним вечером. Рука. Данный ролик был снят в Турции. Смотрите внимательно. Би. 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 3. Bir zamanlar güzel bir gündü. Ama sonra bir gün kötü bir gün olmaya başladı. Herkes ayrıldı. Diye. Можно увидеть, что за головой маленькой девочки будто кто-то есть. Спустя некоторое время можно было даже заметить темную руку, которая к ней прикасалась. Родители говорят, что девочка в тот момент сидела одна. Тогда кто же это был? У вас есть мысли? Напишите их в комментариях. В следующем видео снят автомобиль, внутри которого не было ни водителя, ни пассажиров, но свет там почему-то включался и выключался. Давайте посмотрим. Aquí espantan. ¿Vieron? Mira. Aquí espantan. Son las 2 de la mañana. Préndete. Видео снял мужчина в 2 часа ночи. Он стоит около машины и документирует события, а потом решается подойти ближе. Сначала кажется, что ни в машине, ни около нее никого нет, но смотрите дальше. Está bien cerrada la puerta. Préndete. Préndete, papi. Dale. Préndete, préndete pues.
Когда мужчина обходит машину, то сначала никого не видит, но спустя какое-то время внутри можно заметить нечто похожее на жуткое лицо. А была ли это просто иллюзия? Или он столкнулся с реальным паранормальным инцидентом? Останется для нас загадкой. Кто-то рядом. Следующий ролик сняла девушка по имени Мелоди, которая уже появлялась у нас в подборках. Она рассказывает, что часто, когда девушка уходит спать, дверь открывается сама по себе. Ее подписчики посоветовали ей установить камеру у двери, чтобы понять, кто или что ее открывает. Мелоди решается на этот эксперимент, устанавливая камеру с одной стороны двери и снимая все самостоятельно с обратной стороны. Посмотрите, что ей удалось заснять. That's the TV. If you hear a TV, that's the TV downstairs. Oh. Она закрыта. Смотрите, чтобы она не открылась. Почему я говорю шепотом? Занято мной! Did you see someone? I don't know. Она закрывает двери, встает на исходную и просит наблюдать. Спустя какое-то время двери действительно открываются, но видно, что с другой стороны никого не было. Так что же происходит в доме у Мелоди? Почему двери в ее квартире открываются сами по себе? И иногда она слышит странные звуки. Может быть, это мы узнаем чуть позже. Силуэт. В следующем видео мужчина исследует заброшенный дом, как вдруг натыкается на что-то жуткое. Посмотрите. Вау! Vous avez vu? Когда мужчина идет по лестнице, в дверном проеме он видит аномальную фигуру, напоминающую силуэт человека. Дальше он пытается с ней пообщаться, но на этом все не заканчивается. Аномальная фигура начинает двигаться, будто проходя по комнате и покидая ее. Многие пользователи, которые посмотрели видео, сравнили данную аномалию с призраком. А вы как думаете, что это было на самом деле? Детская комната. Следующее видео сняла женщина, дочка которой спала с ней в кровати, так как испугалась чего-то в своей комнате. Давайте посмотрим. So, my daughter is sleeping with me in my bed tonight. She kept saying that she was really scared of something in her room. I'm a little bit shaky. I don't know if you guys can tell, but
Игрушки в детской вдруг включаются, хотя кроме мамы и ее дочки дома никого нет. Женщина идет в детскую комнату, чтобы разобраться в произошедшем. Находясь в состоянии страха, она аккуратно и неспешно идет по коридору, чтобы пройти в комнату. На столе женщина находит включенную игрушку, но дальше происходит еще кое-что. Вы наверняка заметили, что на столе лежала рука, похожая на руку от манекена. Видимо, это тоже одна из детских игрушек. Сильно не удивляйтесь. Спустя несколько мгновений та самая рука вдруг начинает шевелиться, показывая пальцем на женщину. На этом видео заканчивается, но споры о том, обманула ли всех эта женщина с дочкой или нет, не прекращаются. Нечто сзади. Следующее видео было снято на камеру дверного глазка, и оно напугало многих пользователей. Давайте посмотрим. What did you say, Mommy? I didn't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty. You can't tell me it's not good. Позади появляется некая аномальная фигура, напоминающая призрака. Она проходит позади и пропадает из кадра. Темная фигура. В больнице Южного Питтсбурга в Теннесси была снята темная фигура, которая испугала многих пользователей. Давайте посмотрим. Если смотрели внимательно, то наверняка заметили высокую темную фигуру, которая стояла посреди коридора. Если нет, посмотрите еще раз и напишите, что это было по вашему мнению. Закат. Следующее видео прислала нам подписчица. Давайте посмотрим. Можно заметить силуэт, проходящий по волне и пропадающий в кадре. На фоне заката смотрится не жутко, а даже красиво. А была ли это обычная зрительная иллюзия или нет, решайте сами. Такси. Данное видео было снято на камеру наблюдения в такси. Посмотрите. I've got fucking chills.
Темную фигуру можно было заметить на заднем сидении. Спустя какое-то время она пропадает. А была ли это просто иллюзия? Или видео носит паранормальный характер? Останется для нас загадкой. Преследование. Следующую серию роликов снял мужчина, у которого дома происходят жуткие вещи. Давайте посмотрим. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα ήρθα να φυλάω λίγο το σπίτι του αδερφού μου, διότι αυτός έχει πάει διακοπές, διότι δούλευε πάρα πολύ. Τι φάση ρε φίλε. Παιδιά το είδατε. Παιδιά το είδατε. Ρε πως... Τι είναι αυτό ρε φίλε ξανά. Φίλε. Τι φάση ρε φίλε. Έλα εντάξει με κοροϊδεύει τώρα έτσι. Ναι οκ. Εγώ παιδιά φεύγω, δεν κάθομαι μόνος μου σε αυτό το σπίτι. Όχι όχι. Όχι. В первом видео, когда он снимает себя, то сзади можно заметить темную фигуру. Кто или что это было, мужчина понятия не имеет. Однако, когда он пошел проверять, темную тень можно было заметить пробегающей по коридору. На этот раз мужчина уходит из своей квартиры в поисках безопасного места. Κοιτάξτε τεράκλα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, 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 κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. 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 Και δεν υπάρχει τίποτα. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε. Πραγματικά το είδατε ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Και κοίταξα παντού. Δεν υπάρχει. В еще одном ролике он заснял, как стул двигался без видимой на то причины, а спустя некоторое время он что-то замечает позади себя, но он не перестает делиться видео с подписчиками. В еще одном видео он заснял темную фигуру, которая появилась у него дома на несколько мгновений и исчезла. Когда мужчина начал много времени проводить вне дома, ему казалось, что темная фигура везде его преследует. В еще одном ролике он заметил данную фигуру за своим автомобилем. Когда он подошел ближе, она пропала, будто ее никогда там и не было. На этом серия роликов от данного мужчины заканчивается. А что за фигура преследует его, решать только вам. Темная аномалия. Следующий ролик был снят мужчиной, и он выложил его в поисках ответов. Давайте посмотрим. Когда он снимает видео на свой телефон, то можно заметить темную аномалию, которая проходит по комнате. У вас есть версии, что это было? С удовольствием почитаю их в комментариях. Mail it to the czar. Boom boom, world going nuts. Big red button, don't press, just shut up. Boom boom boom, lights go black. One wrong tweet and we don't come back. Boom boom boom, world going nuts. Big red button, don't press, just shut up. 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 Kids with codes.